Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Я знаю, счастье не приходит дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне, а я всего лишь парусник бумажный. Друзья, это Владимир Кузьмин, поэт, композитор, герой, икона, легенда. Но вот заметьте, как у некоторых людей мысли сходятся. Ведь именно об этом я говорила вам в моей прошлой программе, о том, что счастье не приходит дважды, помните? И дальше. Пускай тепло твое останется с тобой, а мне мой лед несбыточных желаний. Я стал одним из всех, сольюсь теперь с толпой и поплыву в потоке разочарований. Это тоже то, о чем я вам говорила в прошлой программе. Поток разочарований. Вот что остается после того, как уходит большая любовь. И в этом потоке разочарований все, и одиночество, и даже, мне кажется, в большей степени какие-то новые, пустые, ничего не значащие знакомства и отношения. И по поводу «сольюсь с толпой» тоже ведь очень понятно, стал одним из всех. Ведь дело в том, что когда мы влюблены, мы ощущаем себя особенными. Как будто бы у нас что-то есть такое ценное, чего нет у других. Мы особенные еще и потому, что самый лучший человек на свете заметил и выбрал именно нас. А когда любовь заканчивается, то мы в толпе, мы становимся такими же, как все. Вот это богатство, то, что отличало, то, что выделяло, уходит, мы растеряли его, мы с ним попрощались, может быть, его у нас украли, но это дело не меняет. Мы остаемся все равно какими-то статистами в этой жизни. Итак, мы с вами продолжаем для начала исследовать историю Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Мы говорили об этом в прошлой программе, и тогда я просила вас подумать и рассуждала сама на тему, что же произошло. А теперь про другое. Мы подумаем, что же хотела от Джонни Деппа Эмбер Хёрд, и кто виноват в этой истории? Или что виновато? И вы знаете, вот меня посещают на эту тему совершенно парадоксальные мысли. Мне кажется, я думаю о том, о чем не думают совершенно другие. Я уверена, для вас мои слова сейчас будут откровением. Дело в том, что в истории любви, расставания и последующих этих публичных судов Джонни Депп и Эмбер Хёрд достали до дна. Коснуться жопой дна, это называется. Извините, это такое народное выражение, да? Потому что стали известны широкой общественности мельчайшие детали их отношений, их общения, тем более детали их расставания. Опубликованы видеоматериалы, фотоматериалы, подробности переписки, протоколы снятия побоев. Казалось бы, это действительно дно, это все, конец, приплыли. Ни у одного из них не осталось даже малюсенького такого, знаете, коридорчика для унижения дальнейшего. Они пережили все возможные унижения в этой истории в полном объеме. И, конечно, глядя на них, особенно в этом текущем суде, мы понимаем, что наши герои друг друга буквально ненавидят. И у них есть поводы ненавидеть друг друга. Однако я задаюсь вопросом, возможно ли такое, что Джонни и Эмбер снова сойдутся, будут снова вместе или даже поженятся? И вы знаете, интересно, что я, будучи, как все, в курсе этой истории, и
анализирую логически произошедшее, все-таки не говорю категорического «нет». Вот какая-то интуиция внутри меня говорит, что это все-таки возможно, их воссоединение. Представляете? Вот напишите, как вам кажется. Давайте сделаем такой наш собственный частный тотализатор. Как вам кажется, возможно такое, что Джонни и Эмбер снова будут вместе? Но они не могут просто встречаться после такого, да? Если они снова будут вместе, то они просто обязаны пожениться и прогреметь свадьбой на весь мир. И всем нам нос утереть. Кстати, вот аналогичные мысли посещают Рустама Юлдашева. Рустам пишет: а может, у них с бракоразводным процессом это все игра, это все реалити-шоу. А вы знаете, ведь это тоже не исключено. Мы понимаем, что речь идет о суперпубличных людях, которым нужен любой пиар. И вы знаете, а пиар ведь нужен не только им, но адвокатам. Надо же прославиться, представляете? Это же на 10 порядков адвокат будет больше зарабатывать после того, как засветился хотя бы краешком крыла своего вот в таком процессе. Этот пиар нужен и тому же призрачному Илону Маску, о котором мы, возможно, сегодня еще поговорим, да, потому что он здесь. Эта фигура вообще полностью из пиара состоит, Илон Маск, и поучаствовать вот в этой истории, это тоже для него не лишнее. Вот, и так далее. Но о чем же в основном я хотела с вами сегодня поговорить? Главная тема такая: не будь как Эмбер. Я это так озаглавила, назвала «Не будь как Эмбер». Мы пришли к выводу, что в лице Джонни Деппа Эмбер Хёрд профукала самого главного, самого значительного мужчину в своей жизни и самые сильные чувства, самую большую любовь в своей жизни. Наверняка она этого не хотела, мы исходим из этого. По крайней мере, она сама так утверждает. Она говорит, что она действительно Джонни очень сильно любила, и поэтому все так произошло. То есть от ее большого чувства как раз-таки она так дурно себя местами повела. Почему и так? Почему не сложилось? Почему они расстались, развелись? Ответ для меня, например, может быть, у вас другие версии, вы можете писать их тоже в комментариях. Для меня ответ очень простой и короткий, такой понятный. Я считаю, дело только в одном. Это одно слово. Это насилие. Насилие, конечно, и физическое имело место, но мы об этом не говорим. Эмоциональное насилие, которое проявляла и, видимо, бесконечно Эмбер Хёрд по отношению к Джонни Деппу. Эмоциональное насилие – это такая тонкая штука, которая отношениям, в общем-то, всегда вредит, иногда в редких случаях и ненадолго поддерживает отношения, иногда на насилии завязываются отношения, к сожалению. Но это все-таки такие, знаете, незавидные, некрасивые истории. И я думаю, что вот это эмоциональное насилие в первое время Джонни Деппа и привлекло. Ему это очень нравилось. Это был тот самый крючок, и его это зацепило. А дальше что произошло? А дальше получилось так, что вот вся любовь, вся эмоциональная включенность, вся заинтересованность Эмбер выражалась только в насилии, только в эмоциональном насилии. Что я включаю сюда в понятие эмоциональное насилие? Это, естественно, бесконечные претензии, манипуляции, требования, критика, обвинения, проявление ревности, ну и много-много всего другого. Я надеюсь, что моя аудитория, люди все-таки взрослые, умные, грамотные, вы представляете себе хорошо, что такое эмоциональное насилие. Хотя на самом деле нет, не представляете. Особенно мы хорошо это понимаем и чувствуем, когда к нам кто-то проявляет эмоциональное насилие. Тут-то мы сразу взбрыкнем и выберемся, да? А вот когда исполняем сами, почему-то мы слепы, и мы меньше это чувствуем, и меньше ощущаем границы
другого человека. Я абсолютно уверена, да, что Эмбер Хёрд утратила любовь, утратила понимание, терпение, исчерпала терпение Джонни Деппа именно потому, что он вела себя исключительно насильственно. Откуда у нее это взялось? Во-первых, гороскоп. А вы знаете, вообще я к Эмбер Хёрд, даже уже вот во всех этих дрязгах в этом процессе, относилась всегда весьма пренебрежительно. Мне казалось, что ну просто молодая бездарная актриса, очень красивая девушка, конечно. Ну, Джонни запутался, попался на крючок вот ее внешности. Однако я посмотрела все-таки ее гороскоп, космограмму, конечно же. Полный гороскоп я не могу посмотреть, потому что, вы понимаете, да, в Википедии время рождения не печатают еще, слава богу. Может, когда-то додумаются. И я по гороскопу увидела, что это не так. Эмбер Хёрд очень серьезная девушка. Действительно серьезная, действительно нелегкомысленная, с тяжелейшим, да, характером, но очень верная. Имеет все шансы быть однолюбом. Это, кстати, еще 1 балл в пользу моей версии, что она больше не встретит большую любовь. У нее Солнце в Тельце, она апрельский телец, родилась 22 апреля. У нее Венера в Тельце, а это верная отметка однолюбов. Понимаете, верная. Даже чего-то одного из этого уже достаточно, чтобы человек влюблялся всерьез и надолго и не мог потом ни на кого другого переключиться. Так вот, отчасти, конечно, вот эта склонность к насилию заложена в гороскопе у Эмбер, а отчасти это, конечно же, воспитание. Тут тоже в помощь нам медийные разные материалы увидела, там, по-моему, тоже в связи с судом, фотографию отца Эмбер. Ну, она из Техаса. Это такой техасский, затерявшийся во времени ковбой в ковбойском галстуке, вот с такими усами. Знаете, такие усы бывают, вот они вот так вот идут, и потом еще вот эдак вот, и вот тут вот аж свисают. Это, знаете, во времена моей молодости была такая популярная белорусская группа «Песняры». Вот они вот с такими усами выступали, но это 70-е годы. Вот. И по папе видно, вы скажете, что нельзя делать вывод о человеке по внешности. Можно. Более того, я даже скажу, что внешность любого человека полностью отражает его внутреннее содержание, его внутренний мир, содержание головы и сердца. Вот. И по папе видно, что там за семья, какие там скрепы и устои. Наверняка там насилие, если не физического, то эмоционального, было выше крыши между родителями в отношении детей. Поэтому Эмбер просто негде было усвоить вот эти вот образцы, если не приличного, то хотя бы адекватного, нормального, здорового поведения. И в этом смысле ее можно только пожалеть. Видите, сила характера, сила воли ей хватило, чтобы выбиться в люди. Ну, она стала актрисой, известной в Голливуде, разбогатела. А вот чего-то еще другого, чтобы вывести, это, знаете, можно вывести девушку из Техаса, но Техас из девушки не выведешь. Вот так и с ней произошло. И насилие. Для чего я вам это рассказываю? Естественно, не просто так. Я надеюсь, что никому не кажется, что вот мне интересно посплетничать про Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Ни в коем случае. Это, в конце концов, уважаемые и мной тоже люди. Вот. Я прошу вас перенести вот эту вот негативную, отрицательную модель, то есть этот вот опыт неподражания с Эмбер Хёрд на себя. Потому что, поверьте, я таких случаев в своей практике, чуть было не сказала судебной, хотя и такая у меня тоже была в жизни, в своей практике вижу очень-очень много. Отношения рушатся именно потому, что девушка ведет себя как абьюзер и бесконечно проявляет по отношению к молодому человеку насилие. Естественно, насилие никто не любит.
парень убегает, девушка, может быть, поздно понимает, а чаще не понимает, что он натворила, кусает локти, однако счастье не приходит дважды, мы поверим Владимиру Кузьмину. Вот, и поэтому я прошу вас, не будьте как Эмбер. Если вы хотите сохранить любовь, которая у вас сейчас есть, отношения с каким-то ценным для вас человеком, то воздерживайтесь от проявления эмоционального насилия, но физического тоже, естественно, но я об этом не говорю, потому что, мне кажется, это подразумевается. Да, физическое насилие мы с вами не обсуждаем, потому что это за гранью добра и зла, и ладно, Бог с ним. Вот. Воздерживайтесь, пожалуйста, от проявления эмоционального насилия. Это сложно, потому что, прежде всего, очень сложно проводить границу. Где оно начинается, то есть где заканчивается проявление здоровой любви, а где начинается насилие. Ну, для примера я могу сказать, когда вам парень не отвечает на сообщение, и вы пишете ему вслед второе, такое же, или с текстом «почему ты молчишь?», это уже насилие. Когда вы своему парню запрещаете рассматривать в Инстаграме других девушек в купальниках, это уже насилие. Когда вы проверяете его телефон, его переписку в телефоне, это уже насилие. Когда вы закатываете сцену ревности, естественно, это уже насилие. Много. По мере повествования я, наверное, буду вспоминать еще примеры какого-то очевидного или неочевидного насилия, которым девушки прилично пользуются. Да, я буду вспоминать, надеюсь. Вот. Но этих примеров, знаете, и много, и мало. Можно этот список до бесконечности расширять, ну и можно ограничить просто вот одним этим словом, да, эмоциональное насилие. Вот. Давят, причем используют именно этот глагол. Я надавила, я передавила, я давила. Вот такие вот вещи, собственно, признают. Да? Но давить ни на кого не нужно. Хотя, с другой стороны, особенно, вот понимаете, в чем подвох? И это произошло с Эмбер и Джонни. Если вы немножко в курсе, они сейчас обсуждают в суде, когда все это началось. Это все началось, когда Джонни стал от нее отдаляться и дистанцироваться. Причем не насовсем, то есть он не говорил, я подам на развод, мы расстаемся навсегда, но это были эпизоды такие, когда он ее высаживал там с яхты или с какого-то острова, просил забрать, потому что она себя плохо вела. И тогда она вцеплялась в него сильнее, проявляла, соответственно, насилие еще больше. Мне кажется, что это естественно. Все так себя ведут, потому что это такая рефлекторная реакция. Тоже у нас у всех рефлекторная реакция. Потому что когда от нас что-то уходит или кто-то вырывается, мы, естественно, сильнее, да, когтями впиваемся, лапки скрючиваем сильнее, удерживаем, вцепляемся в предмет. И в любви все делают только то же самое. Как только молодой человек чуть-чуть, знаете, там просится на свободу, хотя бы вынырнуть на минуту, вдохнуть воздуха свободы и пусть даже потом вернуться, девушка становится просто абсолютным людоедом, да? То есть как большая белая акула начинает себя вести, и там только насилие, вместо любви только насилие. И я хотела сказать о том, что, конечно, минимальные проявления насилия в любовных отношениях иногда нужны, но это как приправа к блюду, знаете, минимум черного перца нужно, потому что, да, возможно, мужчина, видя сцены ревности или слезы, или хлопанье дверями, думает, ага, значит, она ко мне неравнодушна, да и привязывается. Но, к сожалению, очень у многих девушек вся любовь, все проявления любви состоят только из насилия. А это тогда получается такое блюдо из одного перца. Представьте, на красивой тарелочке с голубой каемкой просто горка черного перца, и вам подают вот такое блюдо. Это тоже неприемлемо, недопустимо. Еще раз, да, не будь как Эмбер. Это касается вас, если у вас нет сейчас серьезного романа, нет каких-то
интересных, серьезных отношений, ну, отлично, значит, у вас есть время заранее подготовиться, послушать меня сейчас, сделать выводы, может быть, поучиться на прошлых каких-то своих ошибках, вспомнить, почему в прошлом у вас не сложились отношения. И тогда вы будете готовы, подкованы к новому роману, который, дай бог, случится, и вы уже не будете проявлять насилие, и, соответственно, от вас никто не сбежит. А Джонни Депп, да, действительно, от Эмбер просто сбежал. Почему? Только из-за насилия. Только. Потому что больше поводов я не думаю. Она же не поглупела, правда, если он, ну, хотя бы отчасти влюбился в ее мозги. Она не стала менее красивой, даже наоборот. Сейчас вот после родов, посмотрите, она, и, мне кажется, стала краше, она расцвела. Кстати, о родах. Она родила девочку недавно, по-моему, год назад. И мне кажется, это еще один аргумент в пользу того, что Джонни и Эмбер все-таки не до конца расстались, потому что отец девочки не оглашается. Но посмотрим, на кого она вырастет похожа. Какого цвета у нее будут глаза. Вот. И думаю, это все, что я хотела вам. Так, основная тема, то есть это то, что я пытаюсь вам донести, это безусловные советы, такие применимые ко всем. А что бывает с женщинами, которые не используют насилие, эмоциональное насилие в любовных отношениях? Ну, они счастливо живут вот с теми самыми вашими бывшими, с теми самыми альфа-самцами, красивыми, богатыми, умными, а вы потом разводите руками и убиваетесь, и говорите, ну как так? Ну как так? Вот моя соперница, эта девочка там, не знаю, из соседнего, с параллельного потока или из соседнего подъезда, или из соседнего офиса, ведь она некрасивая, не умная, не добрая, а он все равно выбрал ее почему-то, на ней женился, и вот они счастливо живут сейчас, и детей нарожали, и все, а меня не выбрал. А я вам скажу, что в большинстве случаев, при прочих равных, естественно, если та девушка не баснословно богата, не будем упускать главный аргумент в пользу жениться, а при прочих равных просто та девушка не склонна к насилию, а вы склонны, поэтому он выбрал ее, вот и все. Вот такая история. Ну, если что-то вспомню, мне казалось, что я очень много хотела сказать на эту тему, но сейчас исчерпалась, потому что я, как всегда, уставшая и не выспавшаяся, простите меня. Ну, а теперь ваши вопросы и комментарии. Кому-то я погадаю на картах, кому успею. У меня есть все-таки какой-то тайминг, то есть я предполагаю видео не на 4 часа записать. Вопросы и комментарии. Я буду отвечать на вопросы вот в том порядке, в каком их YouTube располагает по популярности. Но себе выписала несколько комментариев, которые особенные для меня, естественно. Но это же мой канал. Вот. Комментарии для меня особенные. Это царь-комментарий я называю. Царь-комментарий. Значит, первый. Я очень благодарна Роме Энигма, потому что она пишет: вы невероятно сейчас были похожи на Джонни Деппа. Мимика, взгляд, очень интересно. Вы знаете, я достаточно равнодушна комплиментам в этой жизни, опять же, благодаря гороскопу, ну и еще чему-то, наверное. Но здесь я была тронута до слез. Я просто буквально чуть не прослезилась. И следующий комментарий от Марианна Либерте. Если я правильно прочитала. Ольга, у вас здесь очень стильный образ, напоминает стиль Кейт Мосс в ее роковые годы. И вы знаете, вот если бы я выбирала, если бы надо было выбрать двух людей, ныне живущих, на кого я хотела бы родиться похожей в своей следующей жизни, это были бы именно Джонни Депп и Кейт Мосс. Поэтому, мои дорогие зрители, мои дорогие комментаторы, вы угадали и пролили бальзам на мое страждущее сердце. Но я продолжаю. Вот Марианна постаралась и написала
такой длинный, хороший, содержательный комментарий, и он как раз про наших героев. Мы все-таки не уходим от темы, мы продолжаем говорить про Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Не могу согласиться с вами относительно того, что Джонни Деппа ждет в будущем большая новая любовь, потому что он плохо выглядит для своих лет и профессии. Это вам повод для другим зрителям, это все повод для новых комментариев. Вот напишите, как вам кажется, плохо ли выглядит Джонни Депп? Плохо ли выглядит Джонни Депп или хорошо? У меня есть свое мнение на эту тему. Вот. Что Джонни Депп, он плохо выглядит для своих лет и профессии. Человек, любящий алкоголь и наркотики, пусть даже и в прошлом, априори не может выглядеть свежо в зрелом возрасте. Юных дев интересует только его деньги и медийное имя. Тоже как вы думаете, может ли вот Джонни Депп как личность, как человек кого-то заинтересовать? Или это только образ, только имя его? Его истинной любовью была прекрасная в молодости Ванесса Парадис, с которой у него 2 детей. И при этом он не соизволил на ней жениться. Тоже, представляете, вот какая глубокая тема. Марианна написала комментарий, который можно растащить на цитаты и по каждому предложению делать прям отдельную программу. Ну вот, например, почему на одних женщинах женятся, да, а с другими предпочитают жить просто, сожительствовать в гражданском браке, пусть даже и рожая детей. Вот вы думали на эту тему? Это же тоже такой пласт, это же тоже глыба, и можно обсуждать сколько угодно и много. Вот. И именно с ней он был тем самым культовым Джонни Деппом. После нее у него случился типичный кризис среднего возраста. Тоже можно порассуждать про кризис среднего возраста у женщин и мужчин. Да? А Ванесса спокойно вышла замуж и выглядит очень гармоничной и самодостаточной женщиной. Ну, я тут от себя вставлю. А что ей остается, Ванессе, после того, как тебя бросил Джонни Депп? Ты должна держать лицо. Это, знаете, чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен выглядеть. Об Эмбер Хёрд не могу сказать ничего хорошего. Типичная охотница за статусом и кошельком. Сомневаюсь, что она любила Деппа хотя бы день своей жизни. Даже тот же Илон Маск бежал от нее, роняя тапки. Наверное, она та роковая женщина, из-за которой рушатся судьбы. Вполне возможно, да. Я согласна, потому что вот это сочетание такого гороскопа и такой внешности неизбежно делает ее, да, роковой женщиной. Я прям подтверждаю. И у меня встречный вопрос ради развлечения относительно пары Джоли Питт. О, тоже горяченькая парочка. Давайте тоже пообсуждаем в какой-нибудь моей программе. Почему она по сей день с ним судится и так его ненавидит? Ведь у ее ног может быть абсолютно любой мужчина. Я подтверждаю, да? Недавно мы только видели, как Анджелина Джоли приезжала во Львов, вы видели, да? То есть это обычный такой непарадный рабочий визит. Она в футболке, в брючках, практически не накрашенная такая. И она выглядит все равно на $1 000 000. Ну, то есть она само совершенство, да. Вот. Ну и плюс еще и она, сама Анджелина Джоли, да. Это безусловно, да, у ее ног может быть абсолютно любой мужчина. Вот в их паре была и страсть, и любовь, и куда все это пропало. И возможен ли возврат Питта к Энистон? Следовательно, стоит ли прощать женщинам, изменившим и предавшим их бывших, и входить в реку дважды? То есть имеется в виду женщина, должна ли мужчину прощать, который ушел, да? И что для вас, Ольга, настоящая любовь между мужчиной и женщиной? Испытывали ли вы ее когда-нибудь? Про Джоли и Питт. Не знаю, как правильно, Джоли или Джоли. Все время, мне кажется, в разных абсолютно источниках очень по-разному фамилию-то говорят. Что я про них могу сказать? Возвращение Питта к Энистон невозможно абсолютно. Абсолютно невозможно. Вы знаете почему? Потому что, вот признаться, я считаю, что по большому счету он с ней и не был. Он вот так легко отскочил потом вот к Анджелине, потому что, знаете,
Дженнифер Энистон очень хваткая женщина, очень цепкая, хваткая женщина. То есть это вот особый тип. Если кого-то и называть здесь хищницей во всем этом тексте, да, то хищница это вот, конечно, она. То есть она его, ну вот как-то просто прибрала, а он вырвался, и, конечно, назад там хода нет. А вот по поводу его возвращения обратно к Анджелине Джоли я вполне себе допускаю. Это очень даже может быть, как мне кажется. Вот опять, понимаете, мне кажется, что вот такие особенные люди и с такими особенными проблемами, и с такими особенными драмами в отношениях, вот они могут назад сходиться. Ну, у меня какое-то альтернативное видение. Стоит ли прощать мужчин, изменивших и предавших? Я не поняла только, кто здесь изменивший. Женщины или мужчины? Ну, женщинам стоит ли из изменивших мужчин прощать? Ну, тут тоже все по факту. Цена вопроса, то есть смотря что за человек. Тут по человеку надо смотреть. Если речь идет про Брэда Питта, то стоит прощать. А если про, ну, скажем, не про любого другого, то, наверное, не стоит. Вот, входить в реку дважды. Тоже, ну, это очень глубоко, понимаете? То есть после любой измены предполагают, что вы вышли из реки и что вы заново входите. Мне кажется, не стоит. Это потому что, ну, это не всегда так просто. Вот. Там что-то должно быть более интересное и более серьезное, мне кажется. Вот. И что для вас, Ольга, настоящая любовь между М и Ж? Испытывали ли вы ее когда-либо? Что я затрудняюсь ответить. Что такое настоящая любовь между... Мне кажется, это такое волшебство. Мне кажется, это настолько что-то неописуемое должно быть такое, да? И это не очень-то должно быть описано словами. То есть я много могу на эту тему сказать, что я думаю, что я испытывал когда-либо. Вот. Ну, это очень тонко, это просто очень тонко. То есть я почему не начинаю даже говорить, потому что я в двух словах не могу. Это, знаете, я могу написать какую-нибудь простыню, повесть там на тему, книжку вот такую на 80 листов. Вот. Испытывали ее когда-либо. А влюбленность испытываю, нет, любовь, так в то, что вот там, как, наверное, какой вы смысл вкладывать, я не испытывала. А вот влюбленность острую, яркую такую, конечно, и много, и часто. И я могу сказать, что вот, например, того же Джонни Деппа я влюблена, отдельно еще я влюблена в капитана Джека Воробья, влюблена в Брэда Питта, еще, то есть у меня до бесконечности это все. У меня любовь через 11-й дом гороскопа проходит, поэтому это всегда люди, которые где-то очень далеко. Дальше тоже. Это вот для всех. Комментарии вроде бы частные, там про звезд, но еще для всех. Татьяна Степанова пишет: Джонни жалко, Джонни классный, но эту стервозную бабенку он сам себе нашел. У него, кстати, все женщины ангелами не были. Вайнона влипала в скандал с кражей вещей из магазина, да, мы помним, что она, будучи, имея миллионы уже, будучи высокооплачиваемой актрисой, Вайнона Райдер, да, ее ловили в магазинах, она воровала вещи. Ну, тоже так себе пятнышко на репутации. Роман с Кейт Мосс, тусовки, скандалы с кокаином. Ванесса еще подростком успела посажительствовать с кучей мужиков, то есть та еще колода женщин. Ну, вы понимаете, да, это... То есть автор Татьяна говорит, что, видите, Джонни все время выбирает плохих девчонок. И это действительно так. Вот такие вот, ну, как бы... заметные, интересные мужчины, действительно интересные, могут выбирать действительно плохих
девочек, и равно как и девочки, тоже девочкам нравятся плохие мальчики. А знаете почему это? Это тоже инстинкты наши природные так работают, потому что нас всех, кстати, независимо от пола, что-то нас разделяет, вот, в зависимости от пола, а что-то, наоборот, объединяет. И нас всех, независимо от пола, привлекают люди с повышенным уровнем тестостерона в крови, понимаете? А вот когда Вайнона Райдер воровала вещи в магазине, это тестостерон в ней работал. И Кейт Мосс, когда там где-то напивалась в баре, это тоже от этого. То есть и мужчин, и женщин привлекают люди с проявленным тестостероном. Вот в чем дело. И поэтому, а они плохие, тестостерон через хорошие дела не проявляется. Вот так. И мне это в связи с этим комментарием вспомнила где-то в районе 8 марта в Инстаграме такую прочитала смешную шутку, что хорошим девочкам на 8 марта, хорошим девочкам на 8 марта подарят цветы, а плохим девочкам айфоны. Понимаете, да? Вот так вот. Это я к тому, что надо быть плохой девочкой. Надо быть плохой девочкой. Надо быть, чтобы произвести впечатление на какого-то достойного мужчину, надо быть такой девочкой, чтобы вы очень не понравились его маме, когда он вас познакомит. Прям очень-очень. Вот это будет такой знак, что вы правильно живете. Вот так вот. Да. Дальше комментарии. Очень интересный. Дарья Кузнецова пишет: вы очень продвинутая, но все равно по старой русской привычке меряете ценность женщины тем, насколько статусный мужчина ее полюбил или подобрал. Дарья, я никогда такого не говорила, никогда ничего подобного не имела в виду, и никогда женщин этим критерием не меряла. Ни близких, которые вот в реальной жизни я знаю, ни уж тем более каких-то звезд, про которых иногда говорю. Поэтому это все клевета. И я, как Джонни Депп, могу обратиться в суд и привлечь за клевету. Это была шутка. Вот еще Майя пишет: задам вопрос, вы влюбчивы? Что вас трогает до трепета души в людях? Можете ли сказать о себе, что разбираетесь в людях, что думаете о личных границах? Тоже такой комментарий, из которого можно целую программу сделать следующую. Просто я влюбчива, да, безусловно. У меня все чувства проходят через 11-й дом гороскопа. Я сказала, что я влюбляюсь только в людей, которых вижу в экране телевизора, либо вот на мониторе компьютера. Поэтому да, я могу сказать, что я влюбчива. Я влюбилась когда-то в Филиппа Киркорова, Джонни Деппа и так далее. До бесконечности я могу этот список продолжать. Я влюбилась в Владимира Кузьмина, знаете, там это до бесконечности. Вот. Поэтому да, это достаточно легко. И вот сейчас в интернете в связи с политическими событиями недавними, ведь очень много новых медийных личностей появляется, сама они там комментируют что-то, новости. И я тоже замечаю, что очень многие на меня производят впечатление, и я вот влюбляюсь в них. А влюбляюсь ли я в реальных людей, которые рядом где-то оказываются, не знаю, потому что, после Джонни Деппа в кого можно, в какого реального человека, где можно встретить на улицах, скажите, какого города, какого населенного пункта можно встретить такого человека, в которого можно влюбиться, когда у тебя сердце полностью занимает капитан Джек Воробей. Не знаю. То есть, наверное, я могу влюбляться в реальных людей, но я не бываю в таких местах, где есть такие люди, в которых я могу влюбиться.
Вот. Что вас трогает до трепета души в людях? Меня трогает очень сильно внешность, очень сильно требует внешность. Я хочу этого или нет, но я совершенно всех людей прям сканирую на внешность. Все, от пяток до кончиков волос. Это отчасти врожденное, потому что я все-таки телец, я большой эстет на самом деле. Вот. И плюс еще и, я думаю, что воспитание, потому что очень насаждался в семье культ вот такой. Там и почитание изобразительного искусства, и классической музыки, и, ну, в общем, эстетизм очень прививался и насаживался, поэтому я не могу от этого отделаться. Вот. Меня трогает до трепета души в людях вот внешность и мозги, естественно. Очень люблю умных людей. И влюбляюсь в том числе вот в интернете, в этих вот, во всех героев, когда они умно говорят. А еще знаете, во что я могу влюбиться? Когда хорошо человек исполняет свою работу, делает свое дело. Я замечаю, что я тоже вот прям душевный трепет испытываю. Дело в том, что у меня здесь жизнь моя в Варне, простите, требует непосредственного присутствия ветеринара постоянно. И мне удалось найти. Это 2 человека, 2 мужчин, ветеринаров, они очень хорошо делают свою работу. И они буквально, ну, делают, соответственно, меня счастливой. Вот, и я влюблена в них, вот за их руки, за их душу, за их мозги, за то, что они всегда знают, в каком бы ни было состоянии животного, вот они знают в ту же секунду, какой укол сделать, там, какую капельницу поставить. И они для меня вот боги, я вот честно признаюсь, что я совершенно в них влюблена. Хотя, может быть, это еще и потому, что они оба божественно красивы, просто невероятно. Вот. Разговор о личных... Что я разбираюсь в людях, да, я думаю, что я могу сказать, что я разбираюсь в людях, тоже это тема для отдельного разговора, но просто работа, я же гадаю на картах, то есть эта работа обязывает неизбежно опыт. Я слишком много человеческих историй постоянно рассматриваю, и это откладывается, то есть какая-то статистика, какие-то статистические наблюдения. Вот у меня садовник ковыряется в саду. Я смотрю на него через окно и думаю, не влюбиться ли мне в него? Как думаете? Голосуем. Что думаете о личных границах? О личных границах действительно думаю, и тоже отдельную хочу программу сделать о личных границах. Но к нашей нынешней теме разговора вопрос имеет непосредственное отношение. Дело в том, что вот это самое эмоциональное насилие, в котором Джонни и мы обвиняем Эмбер Хёрд, это и есть нарушение личных границ. Любое насилие – это и есть нарушение личных границ. Да? То есть физическое насилие нарушает физические границы человека, его физическую целостность, неприкосновенность. Эмоциональное насилие нарушает границы нравственные. Вот. И вот так вот о личных границах можно тоже сделать отдельную программу. Я думаю, что личные границы, вернее, не думаю, я вижу, что у разных людей на разном расстоянии от кожи находятся. И, конечно, если в одной паре сходятся, допустим, мужчина и женщина, у которых принципиально разные личные границы, у кого-то близко, у кого-то далеко, им очень трудно быть вместе, потому что там интервенция и нарушение границ, переход границы, переходик постоянно идет, и кто-то не выдерживает. Ну как кто? Тот, у кого более жесткие, тот, у кого дальше границы, тот и не выдерживает, и избегает. Вполне возможно, кстати, что у Джонни Деппа и с Эмбер Хёрд так и тоже получилось. Хотя, если рассматривать гороскоп, то у Эмбер выраженные личные границы. Должны быть достаточно выражены. И теперь я отвечаю на ваши вопросы.
Порядок устанавливания, порядок устанавливает YouTube, то есть самые популярные в начале. Наталья Машковска пишет. Наталья Мошковска. Мошковска. Пишу очень редко, но в этот раз не удержала себя. Своего Джонни я встретила в 54. Поздравляю. И да, очень сочувствую всем, кто всю жизнь прожил в браке и не знает, как это восхитительно иметь такие поздние романтические отношения. Хотя сама была 25 лет замужем, а потом долго вдовой. Так вот, скажу всем, что в 54 это переживать гораздо круче, чем в молодости. Ну и, соответственно, терять тоже круче. Хотя я уверена, что это не конец нашей истории. Но, может быть, карты подскажут. Вот они, карты, Наталья. Сейчас у меня еще больше силы и энергии, и чувствую себя молодой, красивой, открытой для знакомств. Или, может, для того, чтобы вернуть Джинни, тут написано, но, может быть, Джонни. Мы про Джонни договаривались, да? Наталья, вот что я вам скажу. Вы определитесь, что вы хотите все-таки вернуть вот этого мужчину, про которого пишете, или встретить нового. Это всегда очень важно, потому что Вселенной так будет легче вам помочь. Понимаете, Вселенная не знает, она мечется, она не знает, то ли вам этого подослать на ближайшем перекрестке, то ли нового какого-то. Вы уже определитесь сами, и тогда будет намного проще финал. Вот. Но мы отвечаем с моими картами. Это Таро Висконти они называются. Вы уж простите, я вам карты показывать и оглашать сегодня не буду, потому что это занимает очень много времени. Это такой немножко популистский ход, которым все пользуются, но мы тратим на это время, пока я вам называю карту, что-то ее показываю. Я вам скажу, да, нет. Так, конец это вашей истории с этим человеком. Вы имени-то не написали. Ну, назовем его Джонни, как все мы решили. Конец этой вашей истории. Или все-таки будет продолжение? Продолжение очень-очень возможно. Страхи о том, что все кончилось напрасно, мучают вас. То есть все, что вы себе придумали по традиции, по женской привычке, ну там, что у него другая, там или это, вот отсекайте напрасные страхи. Мужчина этот по-прежнему очень сильные чувства к вам испытывает, то есть у него прям такая романтическая привязанность, романтическая влюбленность, как в первый раз, как в первый день к вам. Вот. Но он либо болеет, либо уехал куда-то, ему сейчас сложно, у него какие-то сложные сейчас обстоятельства жизненные, которые ему не дают быть с вами вместе. Карты не говорят, не утверждают, что вы именно будете вместе, но карты говорят, что это очень даже возможно, поэтому не ждите пока нового, попробуйте дождаться своего Джонни. Дальше. По популярности. YouTube расставляет ваши комментарии по популярности. Кто мы такие, чтобы спорить с YouTube, поэтому и я их тоже оглашаю в этой последовательности. То есть это комментарии и вопросы, которым другие зрители поставили больше всего вот этих значков. Юлия пишет: задайте, пожалуйста, вашим картам мой вопрос. Какое событие принесет мне ближайшее лунное затмение? Мы отвечаем. Это будет не событие, все ограничится на эмоциями. Это не событие. На эмоциональном уровне вас ждут какие-то сомнения. Предложение и выбор. Вот что карта вам обещает. Предложение, почему я не называю это событием? Потому что предложение такое достаточно размытое. То есть вас кто-то куда-то зовет. На свидание, на работу. Знакомый человек, этому человеку вы нравитесь. Но
не знаете, что с этим делать. Возможно, потому что сам зовущий тоже до конца не совсем понимает, что вам предлагает. То есть это судьба предложит вам множественный выбор, но по большей части ложный. То есть для вас скорее совет не запутаться и не обольститься, не принять желаемое за действительное на это лунное затмение. Вот прекрасный комментарий, это не вопрос, но я должна его обязательно прочитать, потому что это такой редкий случай. Редкий случай, редкость в том, что человек об этом написал. Мари Гармаш пишет: я со своим Джонни познакомилась в 10 лет, представляете, в 10 лет. Сейчас нам за 40, мы женаты и у нас 3 детей. Прекрасно, да, такая идиллическая картинка. Самое интересное, что он единственный, кому я вообще нравилась. Либо он вас так убедил в этом, наверное, что он единственный, кому вы нравились. Но в любом случае это прекрасная, да, история какая-то такая простая и в то же время, не знаю, кино можно снять, книжку написать. Елена Станиславовна пишет, и спасибо Елене. Читаю и понимаю, что люди так и не поняли, о чем вы хотели поведать. Жаль. Благодарю за прекрасно проведенное время. Елена Станиславовна, такое бывает. И часто мы кого-то не понимаем, нас кто-то не понимает. Тень легкой грусти проносится надо мной, таким, знаете, облачком обдает. Когда я вижу, что зрители меня не понимают, но я думаю, что я должна больше стараться, более внятно, четко говорить, возможно, отрабатывать дикцию. Хотя в большинстве случаев это просто зрителям надо переходить на другие каналы и слушать авторов, которых они понимают. И дальше, прикладной вопрос. Алекс пишет: меня мучает 2 вопроса. Можно ли делать амулет-лапку не для себя, а для другого человека? И вопрос к картам. В силу обстоятельств ждет ли нас с мужем долгая разлука? Первое, по поводу амулета лапка. На моем канале, кто не знает, есть такое видео, где я учу делать в новолуние исключительно амулет лапка. Амулет этот, меняет жизнь. Меняет жизнь. Посмотрите, если не видели, хотя его, по-моему, видели все уже. Этот, в общем, вещь довольно популярная. Но отвечаю Алекс. Делать амулет лапку для другого человека нельзя. Это абсолютно обесценивает смысл происходящего. Только для себя. А то другой человек, соответственно, должен амулет-лапку сделать для себя. Вообще, мне интересно, если вы для другого сделаете лапку, тайно, например, то как вы ему ее подсунете? Тайно подошьете в лацкан пиджака, вошьете? Нет, не надо этого делать ни в коем случае. И ждет ли вас разлука с мужем? Долгая, да, разлука? Тоже 3 карты. Что аналогичные карты сегодня выпадают. Нет, не будет долгой разлуки. Если вашему мужу предстоит дорога дальняя, например, то вы поедете вместе с ним. Вы останетесь в паре, то есть технически в паре, близко, не разлученными. Или если надо уезжать вам, то он поедет с вами. Разлуки нету. Дальше. Виктория Эль пишет: я не жалею о прошлом, все еще верю, что мой самый главный роман впереди. Сейчас уже который месяц жду своего Джонни, а он все обещает и обещает, а мы общаемся на расстоянии. Но постоянно какие-то внешние обстоятельства мешают нашей встрече. Спросите, пожалуйста, у карт, стоит ли мне ждать этого человека. Давайте я поменяю карты, потому что эти мне
Что-то сегодня не нравится. Ну, такие вот старые, затертые, старенькие взяла карты. Итак, стоит ли Виктории ждать встречу, да? Стоит ли ждать встречу? Будет ли встреча? И, в течение скорого времени. Тоже не те карты, что у меня сегодня стало не с той ноги. Нет. Карты говорят, что пока не стоит. В обозримом будущем, к сожалению, встречи у вас не будет. И все, что вас разочаровало вот к сегодняшнему моменту, это долгие ожидания, вот эти пустые обещания, это продолжится. То есть все тот же какой-то напрасный выбор, разочарования будут. И, в общем, вы останетесь сами с собой в этой истории. Но пока... Видите ли, мы же не гадаем вам на всю жизнь, на какой-то там бесконечный срок. Мы рассматриваем какое-то обозримое будущее, скажем, 3 месяца или до полугода. Поэтому пока нет, не стоит. Пока встречи нет у вас. Дальше есть Инна Хайнца пишет. Если можно, продолжите тему про аскезы. Хочу напомнить о том, что в одном из своих видео, тоже в рубрике «Вопросы и ответы», я рассказываю про аскезу. Аскеза как способ исполнения желания. Там, по-моему, видео так и называется. Аскеза исполняет желание. Про аскезу только напомню всем, что такое аскеза? Это обет или зарок, которым вы вот зарекаетесь что-то делать. Отказываетесь от какого-то блага, от какой-то привычки в пользу исполнения определенного желания. Понятно, что аскеза, само слово изначально имеет такое религиозное, скорее церковное происхождение. То есть монахи так постятся, делают себе аскезу. Это все во имя Бога. А мы в прикладном смысле используем аскезу, чтобы что? Чтобы у нас какое-то желание сбылось такое нормальное, чтобы похудеть, мне кажется, логичнее всего, да? Чтобы сбылось желание похудеть. Это вообще здесь самая прямая связь, да? Буду голодать, пока не похудею. Аскеза с гарантией. Я иногда так делаю. Помогает, да, надо сказать. Вот, можно говорить тему про аскезу, продолжать ее и достаточно много. Тоже вот интересный комментарий. Оксана Коломийцева пишет. До Джонни мне лично нет никакого дела, но вы так увлекательно повествуете. Наверное, большинству из нас все-таки интересна своя жизнь. С ней бы разобраться. Вот. И понимаете, в чем дело? Понятно, всем интересна своя жизнь. От нее не уйдешь, да? Она настигает везде, на каждом шагу. Но дело в том, что чтобы разобраться, вы не разберетесь со своей жизнью, пока вы не будете замечать то, что происходит с другими людьми вокруг вас. Но поскольку круг, вот именно соседи, друзья, он очень ограниченный, и там особо ничего не почерпаешь, потому что они все точно такие же. Поэтому стоит наблюдать за людьми, которые чуть подальше, хотя бы за теми самыми звездами. Это, понимаете, это обучающий. Это тот случай, когда стоит учиться на чужих ошибках, например. Вот. Поэтому... А претензии лично ко мне, вот конкретно как автору канала, большинству из нас интересна своя жизнь. Но я не могу, простите, записывать видео про вашу жизнь. Да? Я не могу вести канал вот про вашу жизнь. Потому что
а ваша жизнь неинтересна другим зрителям. Поэтому просто я никак адекватно ответить, как-то оправдать вашу критику не могу. Вот. И следующий тоже комментарий, очень похожий такой. Ольга Степанова пишет: вообще не интересно. Я всем сразу, кому не интересно, отвечаю: вот смотрите, есть одно идеальное средство. Я для себя его открыла давно, ну как давно, больше 50 лет назад, наверное, когда родилась прямо. Вот мне что интересно, я просто не смотрю, понимаете, да? Вот, ну, открываю что-нибудь, там кино или видео какое-нибудь, ага, мне неинтересно. Я раз и переключаю его на другой. Во, как помогает, вот прям идеально. Вот я вам тоже, ловите этот универсальный совет. Неинтересно? Не смотрите. Вот мне не интересен футбол, например. И вы знаете, что я придумала, как я от него спасаюсь? Правильно, не смотрю футбольные матчи. Но мне ни разу в голову не пришло посмотреть футбольный матч и написать потом под ним. А мне неинтересно было. Что это? Вот прекрасный комментарий. Елена Заименко пишет: красота и дурость – это движущая сила любой женщины, которая хочет большего от жизни. Плюсую, так и есть. Красота и дурость – вот это то, что делает женщину неотразимой, самой настоящей сердцеедкой. Без первого второе невозможно. Это, знаете, как женщины делятся на прелесть какая дурочка и ужас какая дура, да? Потому что проявлять дурость без красоты – это, ну, прям ужасно, это отвратительно. Равно как и красота, лишенная дурости – это, ну что, это мрамор. Это я ищу вопросы. Лариса Ротенко пишет: Ольга, по вашей убежденности, что любой переезд во благо, я переезжаю на новое место. Переезжать-то переезжаю, но работа. У меня частная практика, я преподаватель. И на прежнем месте работы было достаточно. А сложится ли с работой на новом месте? Для Ларисы я спрашиваю карты. Как у Ларисы сложится с работой на новом месте? А я еще раз утверждаю, продолжаю настаивать, что любой переезд во благо. Если ваша жизнь вам не нравится, это, ну, тоже тема для отдельной программы. Вообще, если вам не нравится ваша жизнь, вам кажется, или действительно что-то не получается, личная жизнь не складывается, или работа, или ну просто там, не знаю, строй, архитектура в городе вам не нравится, вот, нужно просто переезжать. Это всегда работает. Переезд меняет не только жизнь, но он меняет нас на клеточном уровне. Это очень объяснимо вот с какой-то даже геологической точки зрения, потому что понимаете, что в каждой точке, в каждом своем квадрате Земля, вот этот большой магнит. Почему мы ходим? На чем вот дом мой стоит? Это Земля, планета. Она это магнит. И у нее излучение в каждом квадрате абсолютно разное. Если вы замечали, что в разных местах, в разных городах, уж тем более в разных странах, даже свет другой, да? Лучи солнечные. Планета немножко по-другому к Солнцу лежит, да, и лучи солнечные по другим углом на нее ложатся, и свет другой. Вот я, когда путешествую, я всегда это замечаю. Поэтому любой переезд – это идеальный способ. И самый легкий, кстати. Кажется, что трудный? Нет. Нет, на самом деле самый легкий. Поменять жизнь и поменять себя. Но для Ларисы вопрос с картам. Как много будет работы на новом месте? Дорога уже есть у вас. О, дорога есть, то есть не отвертитесь, уже едете, все.
Вот тут и колесница даже выпадает. То есть поздно спрашивать, понимаете? Вы поздно задумались, потому что уже эту дорогу не отменить для вас. Работы будет очень много и больше, чем вы даже себе представляете. И вы знаете, вас даже такая гармония ждет, профессиональная, в работе, в заработках, какой да не было на старом месте. То есть у вас уже есть реализация, у вас прекрасная работа, преподаватели, все. Но на новом месте вы в новое качество перейдете, понимаете? То есть, может быть, просто работа превратится в призвание даже. Вот так. То есть окажется потом по факту, что вы много хорошей работы, это как раз и самая главная ценность, из-за которой вы переехали, хотя и не собирались, и не знали, и не видели. Дальше. Лола пишет: слушая вас, Ольга, я поняла, бывших юристов не бывает. Вот уж точно, это да. Я действительно бывший юрист, я тоже замечаю, что любую, даже самую мелкую бытовую ситуацию оцениваю с юридической, правовой точки зрения. То есть я во всем вижу только вообще жизненные истории, жизненные категории драмы или трагедии разделяю на те, которые могут стать предметом рассмотрения в суде, и на те, которые не могут стать предметом рассмотрения в суде. И, соответственно, я их первые считаю достойными моего внимания, вторые считаю недостойными моего внимания. Вот так вот жизнь разделилась. И вот какой очень интересный вопрос тоже. Галина Яровенко пишет. Вопрос такой: не считаете ли вы, что мы живем все-таки в таком мире, где темные силы более сильные, чем светлые? Я наблюдаю, даже в гороскопах черная луна проигрывается сильнее, чем белая луна. Уран и Плутон вредят сильнее, чем помогают Юпитер и Венера. Это мои наблюдения. А также нанести порчи проще, чем вывести или снять их. Вот это на 100% абсолютно. Я, к сожалению, часто должна констатировать вот своим клиентам, с которыми вот я общаюсь непосредственно в скайпе, которые обращаются вот за такой помощью. Мне очень часто приходится, к сожалению, разводить руками и говорить, и напоминать, что магия – это такое дело, выигрывает тот, кто первым начал. Потому что выводить, спасаться от этого или там контр ударять – это очень-очень сложно и намного опаснее. Вот. И сделайте мне, пожалуйста, диагностику на наличие воздействия на мой бизнес. Считаю ли я, что темные силы сильнее, чем светлые? Пожалуй, да. Это не только я так считаю. Это, знаете, и Гоголь писал об этом, и Достоевский писал об этом, но и много иностранных авторов, да? Да, я считаю, что темные силы сильнее светлых по разным причинам. Это можно объяснить, в принципе. Вот. И по поводу разных магических воздействий действительно проще, да, наводить порчу, чем снять, избавиться. Намного проще. То есть это просто на порядок. Ну и для Галины диагностика. Есть ли у Галины на ее бизнесе негативное магическое воздействие? Ну, порча, так назовем. Нету. В настоящий момент негативного магического воздействия на вашем бизнесе, Галина, нету совсем. Возможно, было, но закончилось. Это все-таки тоже сроками ограничено. Может, будет потом. Но пока карта ничего подобного не видит на вашем бизнесе. Лариса Вершинина пишет: когда же вы нам все-таки расскажете, как вы пришли к картам, что послужило тому, что вы стали гадать? Мне кажется, что я рассказывала тоже в какой-то программе. Вот
Наверное, в рубрике «Вопросы и ответы». Я рассказывала, как вы пришли к картам. Я к ним вообще никак не приходила, потому что карты попали ко мне в руки в детстве. У меня просто, ну, в определенном смысле было оригинальное детство. Вот. Сколько себя помню, вот я гадаю на картах. Поэтому специально вас осознанно в каком-то взрослом возрасте мне приходить к ним не пришлось. Время, да? Елера пишет. Вопрос такой. Сама под горячую руку отфутболила, это в теме нашего разговора выше, да? Под горячую руку отфутболила молодого человека по имени Эл. Теперь очень сожалею, можно ли его вернуть обратно, что нужно сделать, или лучше просто ждать. Ох, сколько девушек, наверное, смогут присоединиться к этому вопросу, да, признайтесь, вы же отфутболили очень много народу, да, прям вот просто жуть сколько народу отфутболили, вот, но гадание для Елеры, вот я, наверное, правильно так читаю. Можно ли его вернуть обратно, то есть, в принципе, можно ли вернуть обратно вам молодого человека по имени Эл? А вы свое подставьте. Н, М, О, А. В основном на А, наверное, все. На С еще. Ну так, возможно ли? Да, да, Елера, да, возможно. Возможно, сама судьба вернет. О, как вот, видите, хотелось бы завершить тем, с чего начали. Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. А здесь вам карты советуют, просите судьбу вернуть его к вам. Потому что судьба сейчас и время работают на вас в пользу этого действия. И у мужчины сохраняется, у этого Л, очень сильная страсть, страстный интерес большой, а они этого, ну как бы, знаете, не игнорируют, они этого себе не прощают. То есть и неизбежно будет снова с вами, неизбежно. Делать что-то не нужно ни в коем случае. Вы уже сделали один раз. Если вы сейчас опять начнете, и вы только ни в коем случае не вмешивайтесь в ход событий. Сидите тихонечко, просто ждите. Сейчас судьба, понимаете, все эти каналы пробивает, чтобы он обратно к вам приплыл. Только ручками своими не прикасайтесь к этому всему. Вот. И, в принципе, на таком оптимистическом можно было бы закончить. Ну, вот еще такой комментарий. Не могу даже прочитать. Дранкет, что ли? Фильм «Девятые врата» с Супердепом. Я не видела, кстати, этот фильм. Каково ваше отношение к мистической литературе? Есть ли у вас библиотека такого толка? И старинные, эзотерические? Ой, пожалуй, что нет. Мое отношение к мистической именно литературе почему-то прохладное. Может быть, я что-то упускаю. И у меня нет библиотеки, и никогда не было библиотеки вот именно такого толка. То есть я читала и читаю, и собирала, и сейчас не собираю, я в Болгарии нахожусь. Книги вот такого толка. Книги очень, ну, знаете, простые. То есть это абсолютная классика. Почему-то мистическая литература нет. Но, наверное, мне пора ее открыть для себя, да? Вот еще интересный. Думаю, когда я доберусь до этого вопроса. Наталья Изобилина пишет: не могу согласиться с вами в отношении лучшего и главного мужчины в молодости.
Самый лучший всегда приходит последним. Золотые слова. А, на футболочке написать, да? Как вам это нравится? Лучшие приходят последними. Вот я вообще собираю такие фразы на футболочке. Это на случай, если мерч буду делать свой, сувенирную продукцию. Футболочки, значочки, там бейсболочки, что-то. А лучший приходит последним. И именно последний, который остается с тобой навсегда, и есть самый лучший, важный и значимый. Это редакция автора, это не я повторяю. Значимый человек в твоей жизни, если ты, конечно, не дура. Ну, что хочу сказать. Это прекрасно. Спасибо, Наталья, за комментарий. Но немножко грустно у меня тут получится. Самый лучший всегда приходит последним. Я и про это и говорила в прошлой программе, и настаиваю, но не просто так настаиваю, и сейчас на этом же, что лучший, да, он приходит последним, потому что он уже все полностью занимает твое сердце и жизнь. Но и этот, он последний приходит в молодости, понимаете, да? То есть здесь одно другому не мешает. Он приходит последним, но он приходит в молодости, понимаете? Там первый пришел, скажем, пробный какой-то в 17 лет, второй, моя ошибка номер 5, да, потом до 25 еще 4 человека, тоже так себе, знаете, мелкие, неинтересные, вот. А в 26 пришел тот самый последний и остался. Я вот о чем говорю, то есть вот одно другому не мешает. Последний когда, вот. Вот, и так трудно остановиться, то есть я прям просто втянулась абсолютно. Ну, хотелось ответить побольше, чтобы... Очень много интересных вопросов, и мне очень жаль, что я не могу ответить на все. Есть комментарии, в которых мне рекомендуют запускать прямые эфиры. Я по-прежнему планирую этому научиться. Ну и вот еще выразительный комментарий такой. Это не вопрос, это именно комментарий. Садовник отвлек, захотел пить. Ну и под занавес вам вот такой вот интересный комментарий, просто чтобы вы знали, как оно бывает. Лен Син пишет: «Я, конечно, не звезда, но после 14 лет совместной жизни мы уже 12 лет судимся, и весь поселок наблюдает это шоу. Причем иски подает бывший супруг, который сам же ушел к другой женщине. Я сначала расстраивалась, а сейчас воспринимаю как приключение. Сначала он подавал на раздел имущества, причем у нас у каждого свое жилье. Потом подавал на раздел штукатурки, канализации, обоев и так далее. Сейчас иск подал на лишение регистрации нашей дочери». Вот так вот, друзья. Мы желаем Ленси стойкости в этом непростом деле. Ну а с вами, дорогие зрители, я надеюсь, мы еще увидимся. Пишите, как всегда, ваши вопросы и комментарии.